Каково это родиться зумером? Ну, это точно не болезнь. Ты один из ярких представителей зумеров. Ну да. О своей яркости ты можешь сам уже судить. Ну а что тебе нравится в твоем поколении? Поиск истины. Мы прям сидели, это было где-то в Макдональдсе или в КФС, мы сидели час или полтора, просто обсуждали какое-то послание, по-моему, даже римлянам. Я собираюсь, я пишу нет, я выкидываю просто телеграм, я боюсь, что от меня люди как будто отвернутся, и они больше никогда мне ничего не попросят. Есть ли у тебя положительный опыт отрицательных ответов? На интервью ты согласился просто потому, что не мог сказать нет? Нет. Смотри, думал ли ты когда-нибудь, чтобы стать пастором? Привет, Давид. Привет, Кость. Слушай, очень рад видеть тебя. Очень рад, что мы можем записать с тобой этот подкаст. Взаимно, брат. Мы не так часто с тобой встречаемся. Как-то разная география. Расстояние на самом деле не такое близкое, но каждый раз очень рад видеть. И почему-то вот эти наши встречи короткие, редкие, они как будто бы такие насыщенные. И прям это очень приятно. Помню нашу поездку в Турцию, помню... Кстати, не одну поездку в Турцию. Кстати, не одну, да. Несколько раз. Столько моментов, которые просто вот ты встречаешься и в моменте вспоминаешь, это просто очень четко. Слушай, ну давай вот просто с такого простого начнем. Кстати, Твое сердце, оно как вообще? Свободно, нет? А когда подкаст выйдет? Подкаст? Максимально быстро. Ну, тогда еще свободно. То есть мы сейчас нащупываем какую-то прям очень интересную ниточку, да? Да, которую нужно аккуратненько потянуть. Нет, на самом деле я шучу. Нет, свободно. Правда, свободно. Просто я не знаю, вдруг это будет прям супер долго, когда это все найдет применение. Слушай, не думаешь ли ты, что... Я думаю, что ты это уже слышал от других, но не этот вопрос. А вопрос, не думаешь ли ты, что, может быть, уже и пора? Ой, ты знаешь, возможно, если бы месяц назад мы общались вот так на камеру, я бы категорично сказал, что я не думаю. Сейчас я так скажу, но уже не настолько категорично. Все-таки 26. Мне просто вот как раз месяц назад исполнилось 26. Слушай, такой вопрос просто, я думаю, он многим интересен. Как ты считаешь, какой оптимальный возраст для того, чтобы начать активно думать про решение семейного вопроса? Я не считаю, что я опоздал. Не считаешь, да? Прям вообще не считаю. Угу. У меня однажды была история. Я проводил свадьбу, и, в общем-то, один из пассажиров на свадьбе, он решил меня как бы задеть как ведущего, что почему-то я еще один, почему не смотрю на как раз пару и не вдохновляюсь ими. И он решил меня как бы так зацепить и говорит, вот твой друг, вот сколько он? В 30 лет женился, вот подойди узнай, жалеет ли он, что он в 30 женился. Я подошел к другу, и он меня поддержал. Он сказал, абсолютно не жалею. Угу. Поэтому я считаю, что, наверное, у каждого человека свой возраст. Да, вот это вот я хотел бы хоть маленькая немножко такая форма морали, чтобы прозвучала здесь. То есть не стоит привязываться к конкретному возрасту. 100%. У каждого это свое. Своя ситуация вообще. Но раз мы затронули эту тему, не то чтобы я планировал особо про нее поговорить, а в целом хотя бы как кто-то скажет, окей, я почувствую, пойму, и потом в 35 вспомнит, что еще пока не понял. Есть ли вообще какие-то советы, как можно пытаться распознавать? Как ты думаешь, ты для себя их ставишь каким-то образом? Я думаю, есть. У тебя нет страха, что ты можешь не почувствовать, и это окажется слишком поздно? Нет. Угу. То есть ты Ну, держишь как бы, на пульсе? я просто, наверное, вспоминаю свои какие-то первые чувства, которые были уже энное количество лет назад. Мгм. И мне кажется, что это совершенно что-то другое было. Хотя я не считаю, что это была какая-то любовь. Можно немного личный вопрос? Когда последний раз это чувство было? Думаю, лет 5 назад. Мгм. Может быть, 4. Мгм. Интересно. Да, вот, наверное, так. Поэтому мне кажется, что если оно вернется, я это пойму. Мгм. Смотри, еще немного для small talk такого, да? Давай, да. Для раскачки, Да, для разогрева. Сейчас поздно уже, мы достаточно поздно начинаем писать подкаст, 11 вечера у нас.
Для тебя это комфортно, или ты уже начинаешь подгружаться, подзасыпать? Нет, у меня был период в жизни, когда у меня только жизнь начиналась вот с 11. Мгм. То есть я приходил домой после мероприятий, 15 минут спал, заново заряжался и, в общем-то, дальше мог быть продуктивным. Сейчас я уже не даю организму так издевать, ну, я уже так не издеваюсь над организмом, но это еще оптимальное время для меня. Скорее мне наоборот, если бы ты предложил записывать в 5 утра, я бы глубоко подумал, насколько мы близки для подкаста. Мгм. То есть коннекта бы не было? Ну, мне бы пришлось долго въезжать. Понял. Слушай, ну давай чуть посложнее возьмем тему, Да, давай. которую хотелось бы мне обсудить, потому что я, скажем так, в последнее время общаюсь с молодежью немало по своему служению. И мне интересна молодежь, и интересны их проблемы. И, собственно, главная часть молодежи сегодня мы в наших церквях — это зумеры. Поколение, родившееся там, с 95-го года до 2010-го, такой довольно продолжительный промежуток времени. И, собственно, ты один из ярких представителей зумеров. Ну да. О своей яркости ты можешь сам уже судить. Тут твой личный вывод. Но Пускай мое зритель. мнение, скажем, со стороны, я считаю тебя довольно ярким представителем молодежи, той, которую я вижу. И, в общем-то, вот как тебе быть зумером? Каково это родиться зумером? Ну, это точно не болезнь, Мгм. быть зумером. Ну, А, это не может быть собственно, болезнью. Что? Это не может быть болезнью. Ну да. Но я к тому, что это не проблема, ее не надо как-то решать. Мгм. В общем-то, я общаюсь, наверное, в большей мере с разными, наверное, зумерами. И с начальными, 95-го, скажем так, и ближе к 2010-му я тоже общаюсь. Нахожу, кстати, коннект, общий язык. У меня получается находить. Ну, по крайней мере, мне кажется, что этот язык находится. Не знаю, насколько вот как раз ребята, которые помладше, насколько они считают, что я проникаюсь их ситуацией, их идеями, их вайбом. Наверное, ну, я не знаю. Но мне кажется, что да, может быть, я зумер. Слушай, ну, интересно, ты затронул сразу мысль. У меня был следующим вопросом. Как ты считаешь, правда ли нужно пытаться понять, даже не то, чтобы там другие поколения, а внутри своего поколения максимально пытаться понять более молодую часть, условно, поколенческого такого промежутка времени? Вот поздние зумеры, да, это там почти 10-й год. Им сколько сейчас? 16 лет, да? 17? Да. Думаешь, нужно их понимать? То есть там есть вещи, которые связаны со сленгом, который непонятен, может быть, тебе в чем-то. Какие-то мемы, которые тебе непонятны. Ты правда думаешь, что нужно понимать? Пытаться понимать? Да, ты прав. Или можно Потому что просто осудить и сказать, я не понимаю? Я что-то уже не выкупаю прям. Мне иногда нужно пояснить, прежде чем я засмеялся над чем-то. Ну, по крайней мере, показать какую-то картинку, потому что достаточно закрыт от медиапространства в плане того, что я это не ловлю где-то просто мимолетно. Поэтому... А почему нужно находить контакт? Да, я считаю, надо. Но как минимум мне по служению это необходимо делать. Потому что мне приходится общаться все-таки. Сейчас уже по большей части это как раз, наверное, с поздними зумерами. И с ними совершать служение, с ними трудиться, какие-то проекты организовывать, реализовывать их. Поэтому мне приходится. Слушай, Это даже не приходится, это даже не тяжело. Как бы это жизнь. Мгм. Слушай, ну а что тебе нравится в твоем поколении? Я думаю, ты, как бы то ни было, ты все равно сравнивал. Ты знаешь какие-то черты поколения миллениалов, например, к которым я отношусь, да, это более старшее поколение. Поколение иксов, это условно там поколение моих родителей. Есть альфы у нас уже, которые там условно с 10-го, с 12-го года пошли. Ты знаешь примерно какие-то плюсы-минусы, ну или, скажем, то, что тебе не нравится в других поколениях. Что тебе именно в твоем поколении нравится? Именно нравится. Именно нравится. Поиск истины мне нравится. То есть кто-то считает это, кстати, отрицательным качеством, а я считаю, это очень хороший плюс. Поясни, что такое поиск истины в твоем понимании. Ну, наверное, даже поздние зумеры
им нужно объяснить некоторые детали. Они, скажем так, нелегко принимают любую информацию просто кивком головы и живут с ней. Им нужно все-таки какое-то пояснение, объяснить, для чего, зачем. И они не то чтобы готовы это сразу все выкинуть или не готовы с этим соглашаться, они просто хотят разобраться. И, опять же, говорю, в последнее время почему-то больше уже общаюсь как раз-таки с младшим поколением, уже таких ближе к альфа даже. И я смотрю, что некоторые даже духовные вопросы, они уже, пусть еще в своем небольшом возрасте, они их уже понимают, потому что они как раз-таки их кому-то задавали, может быть, сами узнавали, может быть, слушали что-то, смотрели, я не знаю. Но суть в том, что я в их возрасте 100% этого не понимал. Я уже был, можно сказать, с таким же статусом, я тоже был там членом церкви, я уже совершал какое-то служение, но это скорее было просто, ок, вот так. Значит, так, значит так. А сейчас уже смотрю, поздние зумеры, они реально соображают. То есть они разобрались, и они уже могут, они владеют этой информацией. Они пользуются ей, они живут этим. Это хорошо. Ну, а есть что-то, что прям ты понимаешь, что тебе в твоем поколении не нравится? Ну, мы говорим про зумеров, понятно, что уже внутри зумеров мы... Про вот эти 15 лет прям. Ты проговорила, что внутри зумеров есть отличия, Да, которые 100%. отличаются от твоего мышления. Но вот да, вот именно этот период, мы Не говорим про нравится. зумеров сегодня, да, что не нравится. Ну, есть, наверное. Например, в сравнении с другими поколениями, что есть у других поколений, но нету зумеров. Есть ли такие вещи? Я думаю, есть. Ну, бывают. Я даже не знаю, слушай. Что прям вот жестко... Нет, не то чтобы жестко, скажем так. Red flag. Нет, но это прям красная линия, там, или крайняя линия. А именно, что хотелось бы улучшить, недостатки поколения. Ну, однозначно, наверное, есть какие-то, мне кажется. Наверное, все-таки люди постарше, миллениалы или вот, не знаю, иксы, они, наверное, более степенные по жизни. Они более такие осознанные, они хорошо организованные, они, наверное, может быть, менее эмоциональные, но глубокие, может так сказать. То есть, сейчас я поясню, о чем. Опять же, общаясь с более младшими, я понял, они вечно в какой-то дикой спешке, они не готовы уделить какому-то проекту много времени, и, возможно, они не так ответственны перед каким-то большим проектом, они гораздо быстрее могут махнуть рукой, не получилось, ну и все на этом. То есть, мне кажется, все-таки поколение постарше, оно будет, может, биться в одну точку. И, возможно, эта дверь, она не откроется. Более целеустремленные, Да. более постоянные, ты Да. имеешь в виду? Я думаю, да. Более постоянный и, возможно же, более ответственный. То есть, другими словами, профессионалов больше среди поколения миллениалов, ты думаешь, чем среди зумеров в данный момент? Если мы не говорим про будущее, потому что завтра же все равно зумеры станут старше, и у них все равно какие-то вызовы будут, которые будут заставлять их становиться в чем-то образованнее, профессиональнее в моменте, как ты видишь. Потому что зумеры, это, по сути дела, вот 95-й год, если брать, это вот условно, это уже... Это же людям 30-летние люди, да? 30-летние люди, которые, по сути дела, уже не молодежь практически. Это довольно зрелые люди. Среди них ты видишь в каком-то своем окружении, в церкви или на работе, тех людей, которые, правда, не... Потому что мы же говорим про светские, в том числе, оценки. Светская оценка вот этих социологических... Ну да, вряд ли это в нашем братстве вывели эти все поколения. Я тоже так думаю, что я не слышал, нигде не читал этого. Я тоже, кстати. Вот. Ни в каких источниках. Но
А есть же, как ты видишь этих людей на работе, и ты можешь посмотреть, правда ли получились те некомпетентные и, условно, те, которые, как говорят социологи светские, такие мнения, что зумер — это у них синдром есть, когда они работают до обеда и больше не выходят на работу, потому что если вдруг что-то им не понравилось, они не возвращаются после обеда. Им не нужна трудовая, их не интересует статья, они просто взяли и ушли. Да. Видишь ли ты такие прям черные прогнозы пессимистические? Или есть прям хорошие представители зумеров? Нет, я точно черных никаких прогнозов не вижу. Я не считаю, что это какая-то суперглобальная проблема. Прям далеко. Просто если в нашем разговоре было, что, наверное, не нравится, или что больше, в какой-то меньшей или большей мере, вот я, мне кажется, нашел вот это вот отличие. То есть я достаточно наблюдаю, моя профессиональная деятельность очень связано как раз-таки с общением с разного рода людьми. И с гораздо старше, которые мне, может, даже не в отце, а в дедушке годятся. И с ребятами моего возраста, или помладше, или сильно младше. И это просто, скажем так, я вывел вот на дистанции, просто на разнице я вот это увидел. Но чтобы это было сильной проблемой, нет. Мне кажется, нет. В любом случае, мне кажется, в любом поколении были свои гении, были и будут свои гении, которые решат любые проблемы. Интересно. Кстати, вот говоря про поколение, есть такая оценка. Один социолог, живущий в Германии, украинского происхождения, но он оценивал молодежь, собственно, зумеров, живущих в Германии, вывел такой термин. Ну, кажется, не он вывел, но он просто про него говорил. Я слышал именно в оценке немецкой молодежи. Называется quiet quitting по-английски. Это типа тихий уход. То есть это люди, которые пытаются максимально не работать, если возможно. Но работать нужно, деньги нужны. Они приходят на работу, и у них, условно, посты в Инстаграме или там в ТикТоке. В понедельник они постят в 8 утра 5 дней до счастья. Вторник, там, 4 дня до счастья, 1 день до счастья, наступает счастье в субботу, воскресенье, и как будто бы ощущение, что они сейчас чем-то важным займутся именно в эти 2 дня на выходных, но тоже ничего особо не происходит, и потом начинается понедельник, и то же самое повторяется. Ну и смысл какой? Он говорит, что их философия жизни, что работа вообще это не про нас, она нам не нужна, максимально отдохнуть, жизнь это прикольно, и больше ничего не нужно. Нет смысла. В отсутствие смысла есть смысл. Такой девиз он их формулировал. Как ты видишь вообще в целом, я думаю, ты видишь не только, условно, брестскую молодежь, представителем которой ты являешься, и, собственно, где мы находимся сейчас, записывая подкаст. Ты знаешь чуть-чуть больше, я думаю, белорусскую молодежь. Как ты видишь, есть такая проблема у нас? Именно в христианской среде. Наверное, старшие братья скажут, что да, есть. Но так как я вот или на стыке, или уже, наверное, больше к этим людям, про которых они говорят. Ты ближе к старшим братьям уже, я так понимаю. Нет, мне всего 26. Хоть я и выгляжу Ну, у тебя же есть младший брат? Да, у меня есть младший брат. Да. Ну, в общем-то, я не думаю, что что это какая-то критичная ситуация. Думаю, конкретные примеры имеются. 100% молодых, которые как раз-таки вот как вывел этот социолог, они так и двигаются по жизни. Но даже анализируя, наверное, нашу молодежь или тех, с кем я общаюсь, может быть, даже за пределами нашего города, страны, я бы не сказал, что это какая-то значительная часть, на которую нужно прям ориентироваться или обращать внимание, или считать, что они уже ведут за собой какое-то поколение, или они диктуют условия. Я бы не сказал. Слушай, а есть в поколении альфа, либо в других поколениях, не в твоем, во всех перечисленных нами до этого, какие-то черты, которые прям тебе очень нравятся, и ты хотел бы, чтобы они были в вашем поколении? Ну вот я уже немножко говорил про ответственность. Постоянство более старших поколений, может быть, про более молодое, альфы. Что тебе нравится? Что в альфах нравится? Да, что тебе нравится в альфах? Ой-ой-ой. Может быть, их открытость. Они живут безмасочной жизнью в большей мере. То есть нет мимикрии, этой попытки казаться... Да, попытка казаться не тем, правильным, кем ты на самом деле находишься и какой ты в кулуарах где-то дома. Интересный срез ты подцепил. То есть получается, то, что я замечаю, раз у нас подкаст, то я несколько своих мыслей разрешу себе сказать. В общем-то,
то, что я замечаю, миллениалы во многом, они научились маскироваться. Вот церковь, она во многом дала даже такую площадку, чтобы где-то у них есть свое мнение, но они благодаря общепринятым каким-то вещам, они подстраиваются. То, что я вижу у зумеров, они во многом как будто бы, вот то, что ты говорил, они, какой ты термин говорил про это? Они поиск истины, да? Да. То есть, говорят, что это метамодерн, это как бы запрос на новую искренность, то время, в которое сейчас мы живем. И, собственно, зумеры, маски — это то, что противоречит как будто бы их сущности. То есть они хотят максимально as is, как говорится по-английски, как есть. А у Альф ты чувствуешь, что еще больше этот запрос? 100%. Да? Прям 100%. Потому что, как мы уже говорили про разных зумеров. Вот, наверное, начальных зумеров, к которым я относительно себя чувствую, вот таким, ближе, наверное, к началу этого поколения, но мне кажется, что я еще хороший актер. Mm-hmm. Я могу еще выстраивать что-то. И, возможно, я так как-то воспитан, или, возможно, окружающая среда, в которой я находился большую часть времени, она научила меня, конкретно вот меня просто научила. Но я смотрю, вот как раз-таки ребят помладше, они вообще не понимают этого. Им это не надо. Mm. Это не то, чтобы они не хотят. Они вообще просто, как говорится, они не выкупают. Зачем это нужно? Кому это нужно? В чем вообще польза? Хоть единственный плюс найдите и покажите. То есть они прям не понимают этого. И я думаю, их образ жизни и даже, можно сказать, какое-то поведение или их решения, они как раз-таки свидетельствуют вот об этом. Потому что... Слушай, а как думаешь, эта черта, она может вызывать какое-то негативную какую-то реакцию в других поколениях, когда они видят, что, условно, приходят альфы, как есть, задают прямые вопросы, не хотят подстраиваться? Это как вообще, как реагирует старшее поколение? Условно, даже я не говорю про поколение там иксов, да? Иксов, а миллениалы или даже зумеры. Есть у зумеров аллергия на такую прямоту? Чувствуешь ли ты? Я думаю, что там не аллергия, а зависть. Потому что, а что, так можно было? Вот, мне кажется, вот в этом причина. Раздражения нет, есть больше такая, как будто бы удивление. Да, удивление прям максимальное. Оказывается, что так можно жить и решать вопросы, и не то чтобы даже как-то выживать, а это чтобы это была нормой жизни. Мне кажется, вот есть эта зависть такая на прямоту, на искренность. Слушай, я бы даже хотел быть, не то, что прям это уже себя выделил, но мне бы хотелось быть более искренним. Мне бы хотелось даже думать всегда искренне, быть честным с собой, честным с другими. Вот прям всегда. Я стараюсь, естественно, все-таки быть более открытым, более естественным, выражать свою точку зрения на какие-то вопросы. В общем-то, менее, по крайней мере, повыкидывать все вот эти маски, которые у меня были. Но не всегда получается. Перед кем-то я еще не могу без маски ходить. Слушай, а не кажется ли тебе, что в каком-то смысле это история про то, что появляется другое поколение с другими настройками, с другим стилем мышления, как будто бы они являются каким-то примером для всех предыдущих поколений, примером, который может помочь предыдущим поколениям пересмотреть свои ценности и, возможно, в чем-то измениться? Или ты считаешь, что это невозможная вещь, что невозможно поменять поколение, которое сформировано, условно, как ты говоришь, подстраиваться и где-то быть не собой до конца? Я думаю, чем меньше вот эта дистанция, тем проще, наверное, людям будет перестроиться. Но я думаю, для таких укоренившихся, даже иксов или, может быть, миллениалов, мне кажется, это очень сложно. Я даже не верю в то, что можно поменяться настолько, чтобы прям вот стать таким вот альфачом. Слушай, среди твоего круга общения есть, я думаю, люди, которые более близки к тебе, то есть с которыми ты готов проводить больше времени. Не скажем, что это прям близкие друзья, но люди, с которыми ты чувствуешь какой-то коннект более близкий. Можешь ли ты сказать в процентном соотношении? Понятно, это сложно в моменте быстро сделать. Я не готовил этот вопрос тебе заранее. Но какой процент людей из какого поколения больше среди тех людей, с которыми ты чувствуешь коннект?
Ну смотри, я дружковал, вот у нас так говорят в Беларуси, ну, был свидетелем на свадьбе у ребят, которые старше меня на 12 лет, на 10, на 8, на 6, на 5 и, наверное, на 3. То есть я ни у кого не дружковал. У ровесников? Ровесников или тех, кто были помладше меня. То есть о чем это свидетельствует? Что я все-таки больше общался. Всегда тянулся к старшему поколению. Всегда тянулся к старшему. Мне интересно. И, наверное, сейчас, чтобы обсудить какие-то глубокие темы или порассуждать о чем-то таком важном или, наверное, за советом таким глубоким, жизненным, я быстрее пойду к ребятам постарше. Но я ни в коем случае не вычеркиваю людей помладше со своей жизни, потому что мне с ними тоже комфортно, как раз-таки вот в этом искреннем плане. Я могу вот этот поймать вайб, вот, быть честным, быть, вот, вкидывать что-то, вот, знаешь, вот такая вот. Вот с ними я могу. И бывает запрос такой, личный запрос очень сильно у меня больше. Ну, интересно, ты подметил? Просто смотри, тебе интересно общаться со старшими, и в каком-то смысле они для тебя источник каких-то новых идей, опыта, но ты общаешься с младшими в том числе, и для них же ты тоже являешься таким же источником опыта, по сути. Но согласись, ведь и среди старшего поколения, я говорю про миллениалов, сейчас, да, так, примерно таких, как я, старше чуть-чуть, среди них же ведь тоже есть немало людей, с которыми ты не можешь этот опыт получить, у которых ты не можешь тот получить. То есть мысль какая? Насколько важно настраивать связь с младшим поколением, которое идет после тебя? Потому что немногие открываются, даже альфам сегодня альф, многие не понимают. Зумеры, некоторые, у меня есть примеры, я их не буду сейчас говорить на камеру, но у меня есть примеры зумеров, которые молодежь, которые продвинутые как бы по возрасту, они уже не понимают альф, и они их не вписывают в свою жизнь никак. Они не могут их принять. Ну, мне жалко их, потому что им придется это сделать, потому что как будто бы за этим будущее. Ну, все-таки за следующим поколением. Поэтому являюсь ли я источником информации или то, от кого они могут что-то черпнуть? Если не только разговор про информацию, знаешь, это про какую-то способность обогатить в каком-то смысле чем-то. Это не только про информацию. Это мы ответственны за это. Смысл. Я чувствую свою ответственность за это. И даже приходя в какое-то общество, может быть, в которое я попал рандомным образом, в которое меня там, может быть, сильно не звали, я чувствую, что, ну, вот когда я прихожу, что люди ждут, что я начну как бы владеть им. Ну, может, это как-то грубо звучит или гордо, но что я буду вести разговор, я буду поддерживать тему, я как бы буду лидером их общения. И, наверное, это свидетельствует о том, что, ну, они готовы, они хотят, они не вынуждены это делают, а они ждут чего-то от меня, и поэтому... И, кстати, много очень младшеньких моих друзьяшек, с которыми... Это возраст какой? Вот сейчас, чтобы уточнить возраст. Сколько лет? От 18 до 20. Ага. Может быть, даже чуть помладше. Может быть, от 17 до 20. Вот такого. Это прям поздние зумеры. Да, прям поздние, вот уже те, которые вот-вот перейдут в другое. Ну, слушай, я жду, или точнее, я вижу, что они обращаются мне за каким-то советом, что-то спрашивают, уточняют, а как, а почему. То есть им проще, наверное, со мной поговорить, чем вот прям с сильно старшими людьми. Поэтому иногда я себя чувствую вот этим звеном, который должен балансировать, который не должен очернить вот тех, кто постарше, который сильно старше, я не должен очернить. Я пытаюсь искать эти плюсы, пытаюсь показывать красоту всего этого и пытаюсь как бы доказать, что все-таки люди постарше, они тоже, что-то у них есть, умные они, мудрость. Слушай, ну это очень важная тема. Почему для меня она важна? Она мне тоже близка. Вот именно такой стиль мышления, потому что я общаюсь с разными зумерами. Не все из них мыслят именно так, что нужно прям осознанно настраивать какие-то связи с поколением младшим. Я в какой-то момент времени пришел к тому, что, в общем, я заметил какую-то такую тенденцию, что в нашей церкви довольно много детей, верующих родителей, ушли из церкви. И я в какой-то момент
понял для себя, может быть, это не прям объективная причина, которую я вывел, но я понял, что как будто бы дети были не очень важным звеном или не очень важной частью в церкви. То есть какая связь с ними была? Дети, не шумите, дети, не бегайте, дети, не кричите, ведите себя хорошо. То есть суть мнение никогда не коммуникации учитывалось, их да. успокоить. А рассматривать их как важную часть церкви, как будто бы не было такой настройки. Я в какой-то момент времени пришел к тому, что понял, что мне нужно пытаться дружить вот с каждым. Ты подошел к нему, спросил, как дела, и у него уже есть какой-то коннект с тобой. Завтра ты у него спросил, как дела, а послезавтра он вырос, ему уже 18, он принимает крещение, и у тебя уже есть дружба с ним. А если не было этого пути, то получается и нет... И, собственно, разговор-то про отцовство. Сегодня довольно много звучит историй про зумеров, про молодежь, которые говорят, что мы хотели, чтобы старшие братья были отцами, как будто бы не получается отцовство, нет доверия. На мой взгляд, сегодня зумеры, которые не настраивают поколение с альфами, та же проблема будет, когда они станут в возраст отцов придут, они опять отменят поколение, потому что уже сегодня, как я сказал, некоторые зумеры отменяют альф. Ну, в общем... Я думаю, это вообще проблема не только этого века. Мне кажется, что она была всегда, во все века. Мне кажется. Ну, собственно, этот короткий вывод про то, что поколенческую проблему сегодня уже могут решать зумеры, не только просто жаловаться на поколение иксов, что их не понимают, а сегодня пытаться понимать тех, кто... 100%. Это, кстати, меня всегда и останавливало, потому что я никогда не знал, каким я буду дедом. То есть Ты прям мыслил себя всегда в категории деда, чтобы проверить отношения? Ну да. Я всегда себе представлял, представлял или моделировал ситуацию, что будет. Я пытался себя представить именно дедушкой, который уже не хочет ничего менять, не хочет ничего слышать. И, в общем-то, пытался работать над собой, наверное. Есть ли у тебя близкие люди в поколении иксов, с которыми ты мог бы довольно откровенно и с чувством не необходимости говорить, а с чувством даже желания какого-то пообщаться с таким человеком? Есть ли у тебя такие люди в твоем круге знакомых? Есть, но, скорее всего, это редкие кадры. Прям низкий процент, маленький процент из иксов, с которым я готов довериться, с которым мне хочется пообщаться. Прям именно хочется, а не то, что надо. Но есть. Вчера так получилось, что мы были на пресвитерской конференции, но мы там были в качестве музыкантов. И мне хотелось, с некоторыми братьями прям пообщаться, я общался. Мне прям интересно было это. И там звали на обед или еще куда-то, я понимал, что у меня сейчас есть дела поинтереснее, пообщаться с ними. То есть среди них, были люди прям интересные мне, и которым я готов открыться. И открываюсь, наверное. Чувствуешь ли ты иногда или часто, или вообще чувствуешь ли ты непонимание со стороны поколения, например, иксов? Скажем, давай со стороны старших поколений, миллениалов, бумеров, которые являются иксами. Да. Или ты думаешь, чувствуешь, да? Чувствую, потому что по роду служения, молодежного служения, этот момент нельзя пропустить. То есть как-то не обращать на него внимания. Ты по-любому трудишься среди молодежи, но тебе обязательно нужно учитывать мнение старших в своем труде. И вижу ли я какую-то ограниченность от них? Проблема, да. Проблему? Создает ли это проблемы в том служении, которое ты совершаешь? Знаешь, я много где побывал, именно даже в нашем союзе. И я вижу, что в нашем объединении эта проблема невысокого уровня. Прям достаточно, ее даже, можно сказать, и проблемой особо назвать нельзя. Потому что я бывал в тех районах, где это настолько до сих пор чувствуется. Этот не мой вопрос, он висит абсолютно в каждом движении. В любой вообще
Напряжение можно потрогать, да? максимально. Она искрится. Вот если бы ты спросил у меня этот же вопрос, скажем, мы с тобой не согласовывали ответы, мнения, нет такой цели, Ну да. но у меня тоже ощущение, потому что у меня тоже есть с чем сравнить, есть круг друзей, не только в Беларуси. И, собственно, я бы сказал, что при всем том, что всегда хочется лучшего, и всегда есть какие-то сложности, но прям процент понимания довольно высокий. Да. То есть можно много чего делать, довольно хорошие проекты мы можем какие-то делать, и есть развитие в этом, и есть понимание, есть попытка диалога. Вот что важно, мне кажется, вообще в любых конфликтных вещах, это наличие общего диалога, хоть какого-то. Диалога, в который обе стороны пытаются понять друг друга. Я не скажу, что он идеальный в данный момент. Всегда остается желать лучшего, но правда, да. Знаешь, я даже какую находил в себе проблему, или в тех, кто помладше, то, что мы очень готовы на это все списать, сказать, нас не поймут, зачем за это браться. И, в общем-то, свою лень вот прикрываем как раз-таки вот этим разрывом, что, скорее всего, нас забанят, нам не разрешат, нас не поддержат, зачем этим вообще все делать. И я говорю ребятам и себе говорю, слушай, мы даже не пробовали. На самом деле никто на нас уже сразу ярко, или так яро не смотрит, готовый растерзать в любой момент. Но вот нету такого, потому что, говорю, вот и ты правильно заметил, и я, что я реально видел ситуации или видел общество, или находился в таких кругах, где это настолько открыто и явно, что там реально сложно что-то двигать. У нас, мне кажется, начинает делать, да, будут какие-то поправки. 100% будут палки в колеса. Но, возможно, эти палки, они нужны. Они как раз притормозят вот твое движение или чуть скорректируют. И вот этот баланс, пусть даже будет это там 10% результат палки, 90% это то, что твоего проекта. Но он неплох. Хорошая мысль. Слушай, последний, наверное, в этом блоке хотел задать вопрос про тему поколений. Вопрос такой... Слушай, я забыл, какой вопрос. Значит, он не сильно важен. Окей. Ладно, идем к следующему блоку. Там это вырежем как-нибудь. Смотри, давай, следующий блок. Конечно, он будет тоже в привязке к предыдущей теме, я думаю. Потому что, как бы то ни было, мы говорим про... Все равно в контексте молодежи и в контексте зумеров, которые являются молодежью сегодня. Разговор про церковь. Первый вопрос, который бы хотел обсудить с тобой, что такое для тебя церковь? Насколько у тебя развито это чувство церкви? Насколько это для тебя важно? Потому что, не секрет, мы испытываем какую-то девальвацию ценностей церкви. Вот мы слышим истории братьев, которые там во времена гонений жили. У меня есть история моего рода, там, условно, столетняя история церкви. Я слышу эти истории, как они 14 километров по морозу минус 30 шли на собрание. Там нет отопления, они сидят в одежде. И они говорят, мы такие радостные были. Видим, что с течением истории как будто бы чувство церкви, ценность церкви ухудшается. Чем мы комфортнее живем, как будто бы уменьшается эта ценность. Что для тебя, как для представителя молодежи, зумеров, церковь? Знаешь, мы сейчас, можно сказать, переехали в другую церковь. Немножко другие люди появились. И я могу, наверное, более честно ответить на этот вопрос. То, что какой вывод я для себя сделал, очень важно. Для меня очень важна церковь. Я сейчас вот в нашей новой церкви, я готов там быть день и ночь. Вот где угодно. На кухне, так на кухне. Убирать, пожалуйста, с большим удовольствием. И меня реально каждый раз тянет. Вот просто реально тянет. Мне интересно попасть опять туда, в общество тех людей. Интересно после собрания пообщаться со всеми. И вот какое-то даже новое дыхание открылось. Вот после собрания выйти, там, подойти, кому-то поздороваться, с кем-то пообщаться, несколько слов перекинуться с разными поколениями. Наверное, вот это чувство на меня как бы заново пробудилось, или я с него пыль стряхнул. И, наверное, важно для меня. Смотри,
Церковь у вас достаточно большая. Сколько примерно там у вас? Порядка 300. 300 человек. То есть из них, наверное, большая часть — это те, которые тебе были знакомы по старой Да. церкви, Мгм. и какая-то часть небольшая, которые новые люди, да? Да. Есть ли люди, которых ты не знаешь в церкви по имени? 300 человек — это довольно немаленькая цифра, чтобы знать всех поименно. Или ты знаешь всех? Я думаю, единицы. Единицы. Я даже недавно брал список, потому что мне надо было для молодежи. Я брал список церкви, список членов церкви, которые вот уже составили. Я так пробегался по нему. Наверное, никто таких Есть люди, с вопросов. которыми ты не общаешься? Близко не общаюсь? Ну, конечно, есть. Ну, это, мне кажется, физически Но это не нереально. выбор, это просто Да, так сложилось. так сложилось. То есть нет тех, которых ты, 100%. с которыми ты не хочешь общаться. Смотри, ты говоришь, что у тебя есть такая активность определенная, связанная с церковью. Ты хотел бы трудиться где угодно. У тебя есть такое чувство нужности, что ты должен служить. Чувствую, что это в целом что-то среднее по вашему поколению зумеров, или это какое-то исключение больше? Наверное, все-таки я хотел бы, чтобы у меня было больше единомышленников, вот таких, из моего поколения, ну или из тех ребят помладше, с которыми у меня сейчас идет активный труд, активная работа в церкви, активное служение, активные проекты. Мне бы хотелось, наверное, побольше. Но даст Бог, может быть, вырастут еще. Мгм. Мне кажется, все-таки чем старше становишься, тем вот эта потребность или поиск того, чтобы быть полезным, чтобы приносить людям пользу, он как-то более активизируется. Мгм. Слушай, ну есть такая теория про детей или людей, выросших в обществе изобилия. Ну, мы знаем, что с каждым поколением все комфортнее наша жизнь становится. Условно, там, берем мировая война, было очень плохо, там выживали, и довольно много сильных людей, как говорят, вышло из сложных условий. Чем комфортнее общество, тем меньше как будто бы сильных людей. Потом. Как ты видишь, поколение Альфа, по сути дела, еще более комфортные условия. У них прям, ну, идеальные условия. Как ты думаешь, сильные лидеры вырастут из этого поколения, которые будут сильными в слове, сильными проповедниками, сильными пасторами, сильными руководителями там, музыкального служения? Или могут быть сложности? А мне кажется, мы с тобой, Костя, ответственны за это. Ну, то есть, Таким образом. ну, мы должны воспитывать, получается, подтягивать ребят. Пусть даже, которые сильно младше нас, которых мы пока не понимаем, но мы должны посадить их рядом, ну, условно, и вместе с ними совершать, что-то доверять. И мне кажется, вырастут. Почему? Конечно, Другими вырастут. словами, это в привязке к предыдущей теме, которую мы затронули, что если мы ищем с ними дружбу, ищем с ними контакт, Да. и в том числе это проявляется в доверии, в каком-то совместном деле, то Ну, конечно. благодаря этому... Я думаю, вот даже поколение Альфа, оно все-таки анализирующее поколение. Я думаю, они увидят результат, может быть, даже работы тех, которые как раз-таки положили себя на алтарь, как говорится, которые готовы трудиться день и ночь, которые ищут, куда бы еще их руки пригодились. И мне кажется, результат жизни или какие-то выход или выхлоп со всего этого, он будет обязательно хорошим, потому что Бог благословляет. И это всегда работает на 100%. И я думаю, если они даже трудясь рядом с тобой, не поймут вот прелести вот этой всей, то, мне кажется, потом, увидя результат твоих трудов или как Бог благословляет, вот именно методом анализа, мне кажется, они должны прийти. Мгм. Слушай, такой вопрос. Возможно, он немного щепетильный, потому что кто-то Давай. очень болезненно к этому относится. Давай. Но вот смотри, если мы возьмем такой легкий анализ, выборочку, мы увидим, что, по сути дела, кафедра в основном у нас за поколением X. Они за нее ответственны. Угу. То есть они формируют повестку, формат богослужений. А в большинстве они придерживают, да? Угу. То, про что ты говорил, палки в колеса, но в каком-то смысле нужные палки в колеса, да? Но зумеры тоже в каком-то смысле уже тоже за кафедрой стоят,
во многом, но все равно это маленький процент. Они не формируют мейнстрим, да, не что-то главное. Но вещь какая? Проповеди, которые писались даже вот 20 лет назад, если ты, может быть, когда-то слушал проповеди Проханова или читал там старых братьев, сегодня уже так не проповедуют, потому что довольно пространное объяснение. Ну, вообще есть такая теория про литературу, в том числе там Гюго писал страницы, которые сегодня мы просто пролистываем, чтобы поскорее добраться до сути. То есть жизнь как бы, время сокращается, и способность усваивать информацию, она тоже ускоряется. Зумеры, это не случайно, почему их назвали зумерами, поколение Z, это то, что поколение, которое выросло в цифровую эпоху, связано с этим в том числе. Выросли в эпоху интернета. Выдержку ищут, да? Да, то есть они довольно быстро схватывают суть мысли, и часто происходит так, что, как я вижу, делают замечания зумерам, которые где-то что-то не слушают, может быть, из проповедей, но проблема в том, что, скорее всего, не было того контента, который прям зацепил бы их и дал бы им нужную пищу. А среди длинных каких-то изъяснений они не находят для себя сути. Но мы идем дальше. Идет поколение альфа, которое еще быстрее, еще критичнее. Почему так происходит? У них огромный поток информации, в которой они должны выживать. И им приходится много пропускать. Скипать приходится, да? И скипая много, оттачивается вот эта вот критичность мышления. И представь, что вот наша аудитория церковная в собрании — это дети поколения альфа, зумеры, и звучит длинная проповедь. Один абзац, они уже поняли мысль. Они хотят вторую мысль, чуть второй абзац, который объясняет эту же мысль, и третий абзац. У них, хотели бы они этого или нет, мозг отключается, и они просто это вообще не слушают, потому что им сложно это. Как думаешь, вообще, что можно с этим сделать? Потому что, по сути дела, завтра кафедра будет за зумерами. Будет ли эта проблема осмысливаться и решаться или нет? Или ты видишь, что у зумеров тоже, по сути, та же тенденция, чтобы буксовать на месте? Ну, мне кажется, в любом случае мы столкнемся с этой проблемой, если еще не столкнулись. Ну, а лично ты сталкиваешься с такой проблемой, что тебе иногда сложно слушать? Да, конечно. Или тебе легко? Конечно, но вот конкретно вот сегодня мы записываем подкаст, и вот несколько часов назад у нас проводило собрание молодежь. Было 3 проповедника, и все 3 это были зумеры. И я не думаю, что есть люди в зале из вот этого большого количества людей, которые считают, что собрание было каким-то недуховным или бесполезным, или говорили какие-то только молодняк какой-то, который еще не понял эту жизнь. Мне кажется, конкретно наше общество, оно уже поняло, вот чем красивы вот ребята помладше, проповедники помладше, что они, о чем они говорят, как они проживают и какие мысли у них звучат. И я думаю, что им тоже это нравится. И мне кажется, что я бы очень хотел, очень надеялся, что вот этот плавный переход, вот если мы уже так относимся к зумерам, то мы когда-то подпривыкнем к альфе, увидим вот эту красоту и будем за нее цепляться. Мне бы хотелось так. Слушай, ты не боишься другой крайности, что условно, когда к кафедре придет поколение альфа, проповедь будет в формате рилса, который длится 30 секунд, в который заложен максимум условно, презентация на 30, ладно, 30 секунд — это, понятно, крайность, условно, проповедь, длящаяся 3 минуты, с 3 яркими картинками и с 3 точными фразами, которые отражают суть того, что они хотели сказать. Не боишься ли ты такой крайности в завтрашнем дне? Нет, точно не боюсь. Я думаю, резко, вот смена, чтобы мы пришли, и у нас абсолютно резко не будет формат, этого не произойдет. Если даже мы будем двигаться в этом направлении, то я думаю, может быть, какие-то традиционные устои не поменяются, не подстроятся под вот это вот все. И это тоже будет полезно и назидательно. Мне кажется. Но я не боюсь, 100%. Смотри, Давид, я знаю тебя довольно близко, и я знаю уровень нагрузки, который у тебя есть в церкви. Не только, может быть, в церкви, что-то больше, связанное со служением. И это довольно иногда выглядит не как нагрузка, а даже как перегрузка, мне кажется, этот термин больше подходит.
учитывая то, как сложно иногда Ну да. созвониться с тобой, там какие-то встречи назначить, потому что ты очень занят именно служением. Хотел бы вот какую вещь здесь уточнить. Ну, есть такое понятие, как призвание. Вот в чем ты чувствуешь свое призвание? Все ли то, что ты делаешь, является твоим призванием? Как ты думаешь? Или есть вещи, которые ты думаешь, что ты делаешь просто потому, что некому больше? Ну, точно не все, чем я занимаюсь, это мое призвание. Это 100%. Но я говорю, на данный момент в формате устройства новой церкви я искренне готов подключаться во все. Вот просто вот, чтобы настроить, чтобы, может, помочь, чтобы быть полезным, чтобы к какому-то результату привести. Я, к большому сожалению, оно может за мной закрепиться потом. Смотри, и вот я это уже все подметил. начну действовать вот уже как не призванный в это, а просто как вынужденно. Я хотел какую мысль отметить, что не думаешь ли ты, что ты своей активностью, готовностью и способностью где-то помогать во всех разных служениях, которые ты можешь делать, ты в каком-то смысле не дашь вырасти... Вот смотри, иллюстрация. Когда мы играем в волейбол, в кругу, например, да, есть некоторые игроки, ты их, наверное, тоже замечал, может быть, ты такой же, я не знаю, с тобой не играл в кругу волейбол, которые не просто стоят на месте, они примерно бегают там до круга и ловят подачи людей, которые рядом. Они как бы спасают мяч, это понятно. Тот, может быть, не так бы хорошо словил, но он подбегает и ловит мяч человека, который в этот момент не смог бы поднять. Но если бы ты не прибежал, он бы 2 раза не попал по мячу, а в 3-й раз, возможно, попал бы. То есть не думаешь ли ты, что такая форма активности, не то чтобы я тебя критикую и не говорю, что ты неправильно делаешь, Нет. но может ли здесь быть такая вещь, что ты... Если бы, и я понимаю, что ты очень искренне это делаешь, ты хочешь потрудиться, ты имеешь это правильное желание, но нет ли здесь того, что, например, если ты скажешь «нет» и скажешь «я постараюсь максимально сосредоточиться вот на этом одном или на 2 или на 3, но чтобы 7-й и 8-й я не буду делать». И тогда найдут того, кто не готов, но через 2 года он все-таки вырастет во что-то. Нет ли здесь правильной какой-то логики? Есть. Я думал про это. Оно очень может быть так, но я постоянно анализирую вот свое служение или вот даже подключение к каким-то вот таким, может быть, не самым обязательным действиям. И я смотрю, что... или я слежу за собой, чтобы это не было как перетягиванием вот одеяла, чтобы попыткой только мне, что я только себе доверяю, что я больше никому не готов это доверить, что только у меня это получится. Я как бы анализирую, и мне кажется, Ну, смотри, моя мысль не в том, что я хотел тебя уличить в неблагородстве. Я уверен, что ты делаешь это благородно. Ты не хочешь чье-то место занять. Это 100%. Здесь другая вещь. Скорее всего, ты даже помогаешь этому человеку, который... Он сейчас не может. Ты говоришь, я тебе помогу, я сделаю это за тебя. Я этот мяч возьму на себя. И этот человек не учится забивать мячи. Может быть. Не знаю. То есть... быть более критичным в этом случае, просто как бы вообще... кинуть ребенка в воду и сказать «барахтайся, выплывай». Наверное, все равно есть между крайностями какие-то сбалансированные подходы, как бы то ни было. Бросить в воду, но может быть. держать за руку или бросить в спасательный круг. Наверное, вот этот выход я и нахожу, чтобы подключать. Едешь на какое-то служение, берешь с собой кого-то, ищешь, предлагаешь, пробуешь. Наверное, только таким подходом. У тебя получается отказываться от Нет. того, что когда тебе следующий 15-й проект или ответственность дают какую-то условно? Наверное, это моя большая проблема. Я не научился отказываться. Ты считаешь, что ему нужно учиться? 100%. Это прям очень... Ой. У Альф можно этому поучиться? Я настолько не готов, наверное. Нет, на 100%. 100% этому нужно учиться. И конкретно мне нужно учиться, потому что я боюсь, что в какой-то момент я сломаюсь. Логика диктует, что оно произойдет. В какой-то момент я не выдержу. И я уже начал замечать, что какие-то основные проекты, за которые я
поставлен, на который, можно сказать, рукоположен, да, за который меня помолились, благословили, я уже их выполняю не так хорошо по причине нехватки времени, нехватки внутреннего ресурса, который я еще отдаю в какие-то, распыляюсь немножко. 100% оно так происходит. Поэтому я даже уже общался с некоторыми братьями, говорю, просто научите меня, как говорить «нет», как отказываться, потому что, мне кажется, даже если бы, я сегодня вечером был, допустим, не в нашей стране, и ты бы мне предложил сегодня, сказал, давай запишем подкаст, я бы не смог сказать тебе, Кость, сегодня не получится. Я бы начал юлить, наверное, не успею прилететь, наверное, что-то как-то, давай, может, хотя бы завтра, может, у меня что-то получится. Завтра я бы тебе сказал, тоже, наверное, не успею. То есть я даже не могу ответить «нет» на конкретно прямые ситуации, когда реально вообще никак, нету ни малейшего процента, что у меня может получиться. И даже если я потом созреваю на этот отказ, приходится созревать, потому что люди планируют, рассчитывают, или, допустим, мне зовут провести свадьбу какую-то. Я понимаю, что сроки горят, и чем дальше я буду оттягивать, тем меньше у них времени становится на поиски нового ведущего. И я собираюсь, я пишу «нет», я выкидываю просто телеграм, я боюсь, что от меня люди как будто отвернутся, и они больше никогда меня ничего не попросят. Они меня запишут в рейтинг таких людей, которые ни на что не соглашаются, поэтому мне очень трудно это делать. Но опять же, как я говорил, что я сейчас в поиске того, чтобы постоянно быть полезным. Постоянно быть полезным для людей. У тебя есть опыт положительных ответов «нет», когда ты говорил «нет»? То есть положительный опыт, вернее, ответов «нет». Есть ли у тебя положительный опыт отрицательных ответов? Очень завуалированно. Я думаю, да. Какой-то опыт точно имеет. А на интервью ты согласился просто потому, что не мог сказать «нет»? Вот сейчас? Да. Нет. Видишь, как я сейчас уверенно сказал «нет». Да. И смог, и даже не выкинул телеграм. Нет, 100%. Я с тобой, мне просто приятно пообщаться. Просто у нас реально, есть коннект. Может быть, знают, не все это чувствуют пока, может. Но мы реально много раз уже с тобой именно так искренне где-то ужинали, общались, кофе пили. Из этого не получилось. Ходились, летели вместе. Да. Да, то есть. Кстати, мы с тобой из разных поколений, и что удивительно, мы находим общий язык, и мне с тобой интересно. Спасибо, взаимно. А ты удивлен этому, что тебе со мной интересно? Я, допустим, не удивлен. Я не удивляюсь. Потому что Я не удивляюсь, потому что моя теория, хотя ты про это у меня не спрашивал, но мой ответ есть. Моя теория в том, что друзья и близкие люди, которые условно такие из племени Иосифа, которые на твоем языке разговаривают и твою волну ловят, они могут быть вообще в разных поколениях. Среди ребенка, которому 5 лет, или среди того, кому 70. То есть, и это важно вообще-то иметь людей в разных поколениях и настраивать с ними язык, потому что это тебя делает шире. Да, в любом случае. Мы даже сейчас в поездку ездили, последнюю, в Казахстан. И у нас там представители разных поколений. Есть ребятки, которые меня младше уже больше, чем на 10 лет. И были дядьки, наверное, которые мне годятся в отцы, может быть, даже в дедушки. И я не чувствовал, наверное, этой дистанции ни с одними, ни с другими. Какое-то общее дело, общее направление, общая цель. Оно даже созидает какие-то локальные шутки, локальную какое-то настроение, вайб такой. И ты даже не замечаешь о том, что, оказывается, тут люди 3 поколений находятся. Да, ты знаешь, я думаю, что я мечтаю быть... иногда смотришь на людей старшего поколения, на некоторых, и я понимаю, что я хотел бы таким быть в старости. У нас был зимний лагерь недавно, Яков Корнеевич Крекер приезжал. Я впервые с ним познакомился лично, пообщался какое-то количество времени. То есть человек довольно, это условно поколение даже дедушек моих, это не отец. Может быть, поздний такой, или старший отец, если бы так можно было сказать.
Я много знаю про конфликт поколений, я много про это думаю, где-то говорю на каких-то встречах. Но самое интересное, что я в моменте общения с ним никогда даже мысли не мелькнуло про какую-то сложность. При том, что это не означает, что он со мной разговаривает на каком-то сленге, что он употребляет какие-то подростковые слова. Нет. Он говорит своим языком, но вот это чувство принятия меня, такого, какой я есть, и попытка понять мои проблемы, более того, я понял, что я ему интересен. Я его впервые вижу, его колоссальный опыт служения, в душепопечении, евангелизации, проведения огромных конференций и прочего. И я впервые увиденный им человек, я ему интересен, он вникает в мои проблемы, готов за меня помолиться и дать совет. И это какое-то такое ценное. Ты понимаешь, что ты хотел бы стать таким же для тех, кто идет следующим за тобой. Прекрасно тебя понимаю, Костя. Я тоже сталкивался с такими людьми. Это реально работает. Хорошо, давай про призвание поговорим все-таки. Можешь ли ты сказать, что именно ты считаешь своим призванием главным фокусом в твоем служении? Да, могу. Это, наверное, служение среди молодежи. Угу. Что в этом конкретно? Это именно проповеди, которые ты готовишь для молодежи, молодежного плана, либо это горизонтальная какая-то настройка связи? Горизонтальная организация. То есть форма душепопечения, если можно такое слово употребить, да? Или это не это? Нет, ну смотри. Моя профессиональная деятельность, она связана немножко с организацией. Угу. И вот так случилось исторически, что у нас в молодежи вот как раз-таки я ответственен за вот какую-то организацию чего-то, для решения каких-то вопросов именно такого плана, более технического плана, устройства, просто устройства, коннекта, чтобы все работало, чтобы все вовремя успели, то-то. И в этом смысле, вот мне кажется, я вижу свое призвание, у меня это получается делать. И мне это интересно делать до сих пор. Я не устаю это делать. Ну, то есть это... Но не видишь ли в этом ты в том числе какую-то форму заботы, настройки правильных отношений? Ведь душепопечение — это может быть такое слишком большое и книжное слово, которое имеет более простые смыслы и простые действия, но которые тоже ту же функцию делают. Я тебя понял. Ну, в плане, в узком смысле, да, вот это душепопечение, я тоже считаю, что это можно назвать. Не обязательно это беседа или принятие исповеданий каких-то, или... Просто дружба даже. Да, это просто дружба или помощь. Внимательность к вопросам, проблемам. Да, просто даже решение чьих-то вопросов или помощь, или подсказ вот, в решении каких-то вопросов, или толчок, да, это тоже может быть душепопечением. Ну вот, то наверное, в этом мое призвание. Работа с молодежью. Да. Музыкальное служение — это твое призвание? Мы сейчас пройдемся, я тут на все скажу да, потому что я же не умею отказывать. Ну да, наверное, тоже. Наверное, тоже мое призвание. Но почему-то в моей жизни, и я, кстати, общался с некоторыми ребятами, у них тоже это так синусоидально происходит. Вот в какой-то момент я выхожу вот на вот этот вот положительный баланс, когда я в этом развиваюсь, когда я приношу вдохновение пользу какое-то людям. есть. Да, возможно, какое-то вдохновение, когда я расту в этом, когда я действительно в этом углубляюсь и много этому времени посвящаю. Потом как будто проходит вот это вот вдохновение, и я говорю, наверное, все-таки музыка — это уже не мое. Я уже с этого как будто бы вырос. Но потом какой-то проект или какая-то поездка, она тебя вдохновляет опять, и ты вот этот вот вектор, эта дуга, она еще выше становится. Ты проповедуешь? Да, но... Есть у тебя фокус какой-то на то, чтобы развиваться именно в проповеди? Очень хочу. Угу. Очень хочу. Вот там БШКО записался. Ну, то есть какие-то, может быть, первые шаги в этом деле. То есть ты видишь вообще важность того, чтобы условно завтрашние сильные проповедники из старшего поколения, которым ты как бы то ни было, ты все равно станешь старшим поколением когда-то. Думаешь ли ты, что они должны быть хорошо образованными? Да, в любом случае. И знаешь, Костя, возможно, даже почему я начал как бы на это обращать внимание или в эту сторону расти, или ищу, как можно вот получить это образование, может быть, даже нагнать упущенное. Потому что я понимаю, что, наверное, все-таки за этим будущее. То, что я в какой-то момент перестану
вывозить вот эту даже организацию. Потому что на это реально нужен, может быть, молодой ум, какие-то большие именно такие силы, здоровье, какая-то прям очень много времени. Если даст Бог мне когда-то поменяется статус, я просто физически не смогу на это все успевать. Поэтому вот, может быть, даже опираясь и на это, я хочу именно вырасти в проповеди. Потому что я говорю проповеди, то есть, это буквально, знаешь, 5-6 в год. Я не знаю, это, наверное, очень мало для тебя или для тех, которые находятся в малой церкви, которые вынуждены проповедовать, если не раз в неделю, то раз в 2 недели 100%. У нас ситуация не такая, у нас много проповедников. И не то, чтобы мне не дают. Наверное, я конкретно не подрываюсь на это. Вот так вот. Смотри, думал ли ты когда-нибудь, чтобы стать пастором? Да. Как ты вообще в целом, у тебя есть такая какая-то, не то чтобы я сейчас говорю про мечту или прям сильное желание, сформированная цель, к которой ты идешь, а просто думаешь ли ты, что это важная часть твоей жизни, к которой ты когда-то все-таки, возможно, придешь? Да, думаю, да. И я не считаю, что это плохо. Видишь ли ты в целом какой-то кризис пасторства или недостаток служителей, в том числе молодых служителей, которые бы были сильными в слове, которые бы влияли, чтобы они были, правда, лидерами мнений, не просто людьми, которые набор слов повторяют, какие-то, может быть, общие горизонты оформляют, которые нужно оформить, да, чтобы там где-то межа, границы, а чтобы, правда, закапывались в Писание, которые бы откапывали там какую-то драгоценность и с восхищением ей делились. Да. Так ли ты осмысливаешь пасторство? Или что вообще для тебя пасторство? Во-первых, вот то, про что ты сейчас сказал, на это есть запрос. И реально люди ждут вот это как раз-таки каких-то новых открытий, новых идей, глубоких мыслей. Это не разговор про то, чтобы форматы какие-то менять, а именно все евангелиецентрично. Да, То есть именно вот. Писание основано. Вот, я и про это же. То, что, как ты говорил, вот поколение, которое помладше, они быстро ориентируются, они быстро выкупают, когда просто человек выходит неподготовленный, когда он не знает, о чем говорить, или когда говорит об одном и том же, когда он сам не разобрался в теме и пытается что-то кому-то доказать. Это очень быстро сейчас читается. Поэтому есть запрос, и нужно соответствовать или нужно закрывать этот запрос. Поэтому я думал про это. И я бы хотел быть пастором. И точнее, мои старшие товарищи, они вот сейчас потихоньку приходит время. Вот даже я был на этой просветительской конференции, и уже есть пастора, которым я могу сказать привет. Не приветствую там с именем, отчеством. Я привет, я рад тебя видеть. А он уже пастор церкви. И я вижу, а он мой товарищ, такой даже друг, с которым мы проводили какое-то время. Может быть, даже активно его проводили, как не проводят его какие-то пастора. Поменялась жизнь немножко, статус, и все это уже люди стали пасторами. И я как будто бы оно диктуется временем, что оно так должно произойти. И поэтому, да, я бы хотел, чтобы у меня так было. Слушай, ты тоже отметил мысль, которую у меня откликнулась вот в чем. Я тоже нередко слышу такие вещи про то, что, условно, молодежь довольно недуховная. Молодежи только развлечения нужны. Я это довольно нередко слышу где-то на разных встречах. И просто маленький опыт. Мы делали в прошлом году осенью библейский семинар у нас в Гомельской области. И я слышал о нем. В общем, да. И я сделал опрос. В общем, такой условный. Подвозил людей в машине, спрашиваю у девчонки одной, я не знаю, сколько лет, лет 18, может быть. Спрашиваю, как тебе семинар? И в целом я ждал ответа такого привычного, потому что такие вопросы часто задаю, а мы стараемся, чтобы было атмосферно, чтобы было интересно, кофе стоял, десертики, чтобы была возможность пообщаться, игры и прочее. И ждал, в принципе, наверное, такого ответа, чтобы было очень атмосферно, спасибо за организацию, все было здорово. А я услышал ответ, которому я удивился.
Но в каком-то смысле, мне кажется, это срез молодежи сегодняшней. Мне говорят, ответ такой: какая важная тема. И как раз одна говорит, 2 сестер спрашивал, сейчас возраст точно уже не могу вспомнить. Одна говорит, я как раз приняла решение не так давно, пару месяцев назад, более глубоко изучить послание к Коринфянам. И тут как раз Влад со своим семинаром «Как правильно изучать Библию», какие подходы использовать. Это прям так мне нужно, я так этому рада. Второй ответ. Это не слышала ответ второй сестры. Это сестры. Это даже не братья. Сестра говорит, я в последнее время, в общем, купила Библию, и тут Влад говорит про способы изучения. Библия со специальным, не просто обычная Библия, а там со специальным способом исследования Библии. И Влад как раз про этот способ изучения Библии говорит, и это как раз мне нужный семинар. Спасибо, что организовали. Я думаю, как красиво. Но вот я почему про это думаю? Потому что я вижу определенный кризис пасторства сегодня в какой-то нашей среде. Я знаю некоторых людей, зумеров, братьев, у которых я спрашиваю, хотите ли вы быть пасторами? Они не хотят ими быть. Они говорят, нет, мы не хотим. Это нам не интересно. И у меня появляется какая-то надежда, что, может быть, все-таки у нового поколения, которое более критично настроено, более прямолинейно, но у них есть какая-то жажда, запрос на то, чтобы Евангелие было в центре их жизни, чтобы они служили Богу, чтобы они становились впереди и вели за собой. Знаешь, Кость, я с тобой согласен. И у меня тоже была недавно вот похожая история, когда я общался тоже с младшенькими, и я очень сильно удивился их вот этой вот богопознанию. Я такой, вы это уже поняли? А когда вы успели? Про вас же говорят, что вы как бы не интересуетесь этим. И я реально... Мы прям сидели, это было где-то в Макдональдсе или в КФС, мы сидели час или полтора, просто обсуждали какое-то послание, по-моему, даже римлянам, рассуждали на какие-то темы, и я понял, что мы это делаем не по моей инициативе, а по их инициативе. Это у них такой запрос, они хотят про это рассуждать, и они готовы делиться своими мыслями. Честно, я был поражен. Я удивлен, потому что ребята уже как бы выросли, и они как бы соображают. Поэтому... Слушай, время неумолимо. Твой последний вопрос, он, собственно, к 2 блокам относится. Мы знаем, какая у нас молодежь примерно. Мы даже, наверное, больше знаем, чем, может быть, поколение отцов, потому что мы среди молодежи, мы знаем, чем они дышат, что им смешно, что не смешно, что их разочаровывает, что раздражает. И мы знаем много критики, которая тоже звучит, в том числе и от зумеров самих, и от более старших поколений. Внутри себя критика есть какая-то. То есть мы знаем плюсы и минусы, мы знаем проблемы. Как ты думаешь, вот молодежи нашего времени, нашего, условно, окружения, нашего объединения, что нужно было бы поменять, чтобы улучшить? Именно вопросы какие? У нас есть, мы знаем, что разные как бы слои критики. Есть критика стилистическая такая, да, довольно много ее звучит, именно в плане внешнего вида, который много слышит молодежь. И где-то это работает, где-то это почему-то, особенно с поколением альф, еще меньше работает. Критика как будто бы вызывает еще большую твердость и даже упрямство. И как будто бы, чему я удивляюсь, уверены, что они поняли эту жизнь более правильно, и они настаивают на том, что именно так будет, а не так, как говорят нам. Как ты думаешь... вот стилистический блок такой, где-то блоки духовной критики есть, как будто бы они даже меньше по процентам. Как ты думаешь, что нужно бы поменять все-таки, на твой взгляд, как взгляд зумера, что нужно бы поменять сегодня молодежи? Что поменять? Знаешь, мне бы хотелось, чтобы младшее поколение, оно было, или современная молодежь, она была более инициативная. Она была более активная, чтобы браться за какие-то большие проекты, чтобы брать ответственность за что-то, за какие-то даже служения, за какие-то мероприятия. Вот этого, как мне кажется, этого не хватает. То есть как будто бы пока еще очень часто фигурирует лень какая-то или ожидание, что кто-то толкнет,
или кто-то за тебя сделает, тебе, возможно, подключит тебя только к этому. То есть вот нет этой инициативности, хотя люди способны. Они уже готовы этим всем заниматься давно, но просто почему-то ждут. Возможно, это, кстати, исторически оно так сложилось, потому что их критиковали, вот как ты задавал. Они, возможно, на эмоциональном уровне, на ментальном, им страшно. Просто может быть страшно даже. Им кажется, что все, за что бы они ни взялись, это по-любому сразу подвергнется критике, возможно, даже большой критике, это забанят. И зачем мне вообще за это браться? Вот мне кажется, что нужно перебороть вот этот страх, потому что в какая-то есть вероятность, что это случится, но я думаю, большая вероятность, что все получится. И то, что какие-то проекты, какие-то служения с новым взглядом, они по-любому станут только лучше. По-любому будет польза в них больше. Потому что окружающий мир, он диктует какие-то новые подходы. Он ждет новые подходы. И без взгляда младших их невозможно найти. Вот я нахожусь в группе таких инициативников, которые организовывают лагерь уже порядка 10 лет. И я понял, что с каждым годом у меня становится все меньше идей. Вот этот вот багажник идей, я думал, что он маленький, когда я только начинал. Со временем я его все больше открывал, но мне кажется, что идеи, они реально заканчиваются. Потому что на протяжении 10 лет я их генерировал, я их находил, я в этом жил. Сейчас, может быть, возрастом, может быть, изменение какой-то активности, оно показывает мне, что я уже не способен какие-то новые идеи, какие-то идеи, которые залетают. То есть я уже больше такого могу диктовать какие-то древние. Можем ли мы здесь вывести такую формулу, что как будто бы правильно было бы такой, может быть, слово не совсем подходящее, менеджмент церкви, да, это, сказать, управление процессами или управление расстановкой людей, рассматривать таким образом, что люди определенного возраста, которые полны идеями, как ты говоришь, которые могут быть генераторами, они в этом определенном максимальном возрасте заняты, стоят на этом месте. Условно, они руководители молодежи или именно такие активные руководители молодежи, которые связаны с досугом, с организацией проектов. Но когда они заходят в следующую фазу своей жизни, их нужно плавно перемещать в какие-то другие, более статичные, но тоже важные части служения, а именно служение слова, возможно, обеспечение какой-то духовной части. Да. Есть смысл в таком ракурсе думать. Опыт тех поколений и уже вот опыт, который я уже заметил даже вот на протяжении 10 лет, сколько я в молодежи, он диктует, что оно так должно быть. Оно так логично. Согласись, так ведь... Человек нарабатывает, набивает шишки, и у него появляется какая-то мудрость, какой-то свой уже такой опытный взгляд на вопросы, и это уже должно все служить как подсказка, а не как основание для идей. Слушай, согласись, есть практика. Почему я говорю, что про это нужно думать в ракурсе именно таком? Вот есть определенный возраст, ты здесь, дальше мы должны что-то другое для себя присмотреть. Потому что я знаю примеры людей, которые, например, на этом служении, пусть это руководители молодежи, может быть, какие-то другие виды служения, у него ресурс исчерпан уже, и человек уже не дает того, что должен давать, а к нему есть еще претензии даже. Почему ты не даешь? Он просто не может. И он не понимая даже этого, пытается, старается, болеет даже из-за этого, может быть. Но он ничего уже не может дать. А просто здесь смысл в том, что нужно правильно посмотреть всем в масштабе на эту историю и сказать, здесь другой человек уже нужен. Его время прошло. Не потому, что он плохой стал, а у каждого для каждого периода жизни есть своя активность, которой нужно пользоваться. Но мне кажется, просто про это нужно говорить в том числе, эту тему поднимать. Для этого нужны очень честные люди и, во-первых, замечающие это все, а во-вторых, которые могут сказать так, чтобы никому обидно не стало. Угу. Потому что вот тоже недавно у меня состоялся разговор с одним таким укоренившимся руководителем молодежи. Я говорю, и чё, как ты до сих пор вот... Как у тебя хватает сил уже? Я не знаю, он уже больше 10, может, 15 лет он руководитель. Я говорю, а чего не передаешь? Некому? Он говорит, да как-то жалко.
Я, говорит, столько уже с ними, и мне как-то жалко, они мне как все как свои. Я говорю, ну а если уже... Потому что я слышал, скажем так, бэкстейдж связь. его и обратную связь вот это всего служения его, и люди уже ему, может, даже не, уже реально прямо намекают на то, что нужно отдавать. Но человеку нравится. Поэтому вот реально нужен такой дядька, добрый дядька, который будет подсказывать вот эти моменты. Потому что если оно, наверное, со стороны молодых будет двигаться, то оно будет все-таки как какое-то Немного смещение. неэтично будет. Да, неэтично, это будет не культурно, И это будет обидно. как смещение, выталкивание, все, ты нам больше не нужен. А если тебе кто-то сверху тебе скажет или подскажет, или перенаправит, это будет достаточно благородно. И я думаю, это пользу всем принесет. Опять же, в моменте поиска того, чтобы быть полезным, ты должен к этому как бы прийти, ты должен это заметить, постоянно должен анализировать. Давид, спасибо огромное. Было очень приятно пообщаться с тобой. Спасибо. Взаимно. Благословений.